Привет всем! Это снова Лунный ландшафт в эфире. Вот у нас уже тут начинаются работы. Приехали сегодня на Карельский перешеек. У нас тут морозное утро, наверное, минус 10. Блиндажи тут финские, в основном по зимней войне. Но в блиндажиках привет! Попадаются вещи и финские, и советские. Вот очередной блиндаж будем посмотреть сегодня. Вот сейчас пока расчищаем от снега. Снега очень много. Набирались тяжело. Снега просто по колено и выше. Вот, как видите, в блиндаже тут снега немало. Надо выгрести. Рядом тут какая-то палатка. Пришлось там тоже закопаться, чтобы хоть маленький лагерек обустроить. И вещи скинуть, да перекусить можно было. Вот. То, что максимально приближаемся к условиям. Зимой копаем блиндаж по зимней войне. Вот мы расчищаем блиндаж. Вот переднюю половину, даже, наверное, чуть больше тут взяли. Вот. Так, камрад тут еще пока не расчистился. Я уже, по крайней мере, поскольку он оплывший, естественно, то пришлось его до ровного состояния вот выровнять. Ну, вот видите, уже такая стенка получается. То есть в сам блиндаж в глубину еще не начали, а уже вот такая вот стена образовалась. Вместе со снегом уже метр. Вот. Ну и туда еще вниз метр. Вот. Так что копаем. Пока еще ничего не попалось. Это кусок консервы только. Но это мы сверху еще. Что все, как говорится, впереди. Если она есть, то она ждет нас внизу. Близко. Так, это у нас тут яма разрастается. И первая находка тут показалась, не считая консервы. Смотрите, какая большая медная. Что-то такая латунная, наверное, даже. О, она не шевелится. Не шевелится она. Почему она не шевелится? А что-то большое. А можешь немножечко тут копнуть рядышком? Конечно, сейчас я находусь, откопаю себе. Что оно такое? Что-нибудь такое большое? Что ли? Или труба? Песок просто довольно мягкий. И странно, что не шевелится. Какое оно ёкаломане. Такое. Какое оно длинное. Ну что, давай попробую. Сколько она там идет? Уже полметра, наверное. Что за уже метр. Длина-то такая. О! Ничего себе. Вот это калибр, ёкаломане. Нормально. Ой, не, я одной рукой какой-то, двумя бы только как-нибудь. Очень мощная. О. А ты поднатужься. Он, походу, прям на полу стоит. Стоймя. Давай. Скользит. Угу. Вот. Что это я такое? Адского размера нашел что-то.
Все целое? Ничего себе. Такая даже, это похоже, знаешь, на 88-й флаг, только это что-то по Советы. крупнее, походу. Ой. Да, 38-й год. Интересно, что это вообще такое-то? Я таких советских не находил, здоровенных. Ой. Какая у нее длина-то? Где-то, наверное, сантиметров 85, наверное. Надо чистить, там всячина написано. Длина вот такая. А ну-ка, дай-ка по это померю. Ну, где-то 75 сантиметров она в длину. Ничего себе. О, это у меня гигантский размер ноги. Ну и все остальное, как понимаете. А это вон какая дура. Бля, это ее тащить домой. Что, она стрельная, по-моему. Ой. Ну да, там стрельная. Стрельная гильза. У меня тут какие-то... Ой! Чернильные клейма. Тоже тут 38-й год что-то. Ну вот, как видите, что-то есть в блиндаже, получается. Получается так. Что-то очень даже огромное. Извиняюсь. 20-миллиметровая дальнобойная корпусная и армейская пушка А-19 образца 1931 года. Это орудие было первой мощной артиллерийской системой, разработанной советской конструкторской школой. Пушка серийно выпускалась с 1935 по 1939 год, приняла активное участие в Советско-финской и Великой Отечественной войне. С 1939 года пушка была снята с серийного производства в связи с принятием на вооружение модифицированного варианта 1937 года, представлявший собой наложение ствольной группы на лафет гаубицы МЛ-20. Максимальная дальность 20 км. Модифицированный вариант пушки с 1943 года устанавливался на ИСУ-122, а после на танк ИС-2. Так. Ого-го-го. Вот здесь вот вышли на пол. Вот тут вот уже у нас получается через где-то 2 штыка уже все. Самый пол, низ. Низ вот только-только начали сюда уже вбиваться. Уже находки подперли первые. У нас деталь от велика. Такая проволока какая-то стальная. Рукавица кожаная. Такая рукавичка. Отвертка к винтовке Мосина. Такая вот медицинка вылетела. Скорее всего, финская, наверное. Такая маленькая. Так, подвес кожаный к финскому штык-ножу. Но, к сожалению, кожа тут вставшая. Вот. Ну и бутылка алко по традиции. Финская бутылка. Вот так вот. Ну и торпедоны, естественно. Даже без них. Сейчас продолжим. Что тут? Первая гильза. Гильза, похоже, советская, биметаллическая. Так, не успели мы тут, собственно, немножко расшириться. И у нас вторая такая же труба показалась. Похоже, такая же гильза, да. Мощная. Вот так вот. Угу. А если дернуть? Вытащится гильза. Да. А ну-ка, дерни-ка ее. Оп.
О, смотри-ка, а это уже с ровным дульцем. Опять посмотрим. Как говорится, есть из чего выбрать. Ну-ка. Он тоже 38-го года. Да, это какие-то клейма. Еще одна труба. Пускай пока стоит. А вот нашлось и продолжение только что от подвеса финского. Вот, собственно, финские ножны от финского штык-ножа с подвесом. Ну, вот так вот. Ой, продолжим раскапываться. А, это баночка была какая-то. Ну да, Сдохла. я так и сказал. Да. Так, что у нас тут еще попадаются всякие штуки? Ой. Вон от печки кольцо попалось. Консервы попадаются. Вот тут даже какая-то членораздельная. Ее, в принципе, почистить. Должны быть всякие, я думаю, какие-то надписи, рисунки. Так, это финская. Точно. Ну, сейчас кто-нибудь обязательно скажет: вот, консервные банки. Ну, глупости всякие нам частенько пишут, конечно. Вот. А, ржавые консервные банки, естественно. Что хотел сказать? На войне что главное? На войне главное солдат. А для солдата что главное? Солдат должен быть обут, одет, помыт, побрит, сыт. И всяческие свои потребности должен удовлетворять. Будь то игра в домино, на баяне, вот, либо, не знаю, там, что там, томик Пушкина, быть, образок, еще что-то, в общем, кому-то табачку покурить, кому-то 100 грамм наркомовских. В общем, все это очень важно, все это неотъемлемая часть солдатского быта. Вот. Если солдат будет не в кондиции, то и войны никакой не получится. И вот это у нас очередной представитель, самый что ни на есть, этого самого солдатского быта. Это у нас вот эта вот консерва. Я ее тут почистил как мог, в принципе. Но, сами понимаете, 82 года пролежала в земле. Я считаю, результат очень даже и неплохой. Очень даже хороший. Вот, смотрите, значит, видим, что, да, тут у нас пишет... А что тут написано? Трейдмарк, торговая марка, видимо, да, или нет? Нет. Что-то я даже не обращал внимания, не переводил. Мне сначала показалось, что там трейдмарк написано, но там что-то другое написано. Товара, Миерк. Да, это вопрос, это вопрос. А вот эти паруснички, лодочки всякие рыболовные по кругу идут. Явно что-то у нас рыбное. И это действительно, да. А вот, кстати, видите, какие у финнов еще консервы интересные. Иногда вот у них даже снизу тоже рисуночки вот такие бывают. Но это только на консервах определенной конфигурации. Надо знать, тут надо знать. А вот это, собственно, и содержимое. Здесь у нас идет надпись на финском языке. И здесь у нас лоунас. Что там? Силе. Это обеденная селедка. Вот, кстати, сюда, если мы перевернем, здесь у нас, по идее, по-шведски должно быть написано, поскольку очень большое количество населения Финляндии говорило на шведском языке. Исторически так сложилось. Как вы знаете, Финляндия была очень долго в составе Швеции. И вот здесь написано «Lunch Seal». Вот даже в английском языке это не переводится. Точнее, есть такое понятие, как lunch seal.
Это обед с селедкой. Такое традиционное шведское блюдо. Это маринованная селедка, вот, собственно, в специях. Вот это от чего, собственно, сама консерва. Здесь была маринованная селедка в специях с картошечкой. Вот, собственно, употребляли. К этому могли там еще добавлять яйцо, еще там что-то. Ну, основа это маринованная селедка, ее там по-разному маринуют и до сих пор едят в количестве. Вот. И картошечка отварная, может даже с укропчиком. Вот. Ну, а ниже написано вот здесь хельсинские консервы. ООО хельсинские консервы. Вот, и вот тоже тут рыбки нарисованы. Это, возможно, какой-то логотип производителя. Ну, в общем, вот такая вот консерва. Да, вот, значит, финики там сидели и селедочку кушали. Возможно, среди них были такие закоренелые шведы, которые тоже поедали селедочку. Может, они притащили. А может, наши солдатики уже где-то в другом месте надыбали консерву такую. И уже там трофейную затрофеяли с наркомовскими пузырьками. А сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Тюбики необычные. Тут, конечно, обычно попадается. Вот такой вот первый раз вижу. Финский из турку. Вот у него тут сверху надписи. Вот, это первый раз такой вижу. А это парба. Это я не помню, что такое. Это крем для бритья. Ну, он что-то совсем дохлый. Это, мне кажется, тоже какой-то крем для бритья. Вот. А что еще? Такой шмат газеты попался советской. Вон даже ноты какие-то виднеются. Газетка советская. Что скажут? Вот ты газету припер. Взял газетку посмотреть. Видите, она как бы сохранилась тут. И интересно просто даже... И что пишут, интересно вроде как. И на какое время. Потому что здесь же могут быть даты. Вот, чтобы окончательно, как говорится, сопоставить. Чем мы там, собственно, раскапываем, хотя, в принципе, уже есть точное понимание этого, но все равно. Ну вот, да, во-первых, видите, она еще так сохранилась. Бывает, конечно, и вообще, в принципе, газета сохраняется в песке. Не целиком, естественно, вот какими-то там такими отрывками, обрывками. Но это почему сохранилось? Видите, она даже за несколько дней у нее такой мокрый вид. Она не высохла, потому что мазь завернута сюда. Видимо, у бойца, может, не было... чего не было? Не было куда мазь... Нужна была мазь, и некуда было ее положить, поэтому завернул в газету. Здесь мазь, вот даже видно, вот здесь вот она проступает такая... Ну, какая-то мазь медицинская. Вот. Что тут пишут? Решил посмотреть, вот, но, конечно, тут... плохо, что не особо понятно. Тут что-то всякое. Политическая обстановка в мире. Тут вот про остров Зильд немецкий что-то пишут. К сожалению, с охраной не очень, конечно. И она такая смятая вся. Поэтому толком не почитать, не понять. Тем более политика вся эта. Вот. С другой стороны... Что у нас тут? Тоже что-то тут про
Кстати, название газеты. Эти Дины. Может быть, это на страже Родины? Ну, вот название статей тут всяких. Ой, непонятно, что тут. УМА из Европы. Что там? Ну, непонятно. Тут не целиком дальше статья туда идет. Это конец названия. Здесь тоже обмен ратификациями между СССР и что там. Непонятно. И все, вот. Видите, здесь 20 марта. 20 марта. Лондон. Тоже, похоже, 20 марта здесь. Получается, видимо, наверное, это мартовская газета. Мартовская газета. То есть уже после основных боев на Карельском перешейке во время Зимней войны. Вот, видимо, под конец. Но зима, видимо, еще не закончилась. И, возможно, это мазь против обморожения. Что-нибудь такое. На основе рыбьего жира или какого-нибудь вазелина. Ну, просто вот и интересненько. Вот такие вот обрывки истории. Так, действительно, значит, смотрите, нашел эту газету. Это действительно на страже Родины. Газета Ленинградского военного округа. Да, получается, это прямо сразу послевоенная газета, потому что вот четверг, 21 марта, 40-й год, номер 80. Что, вот и вот сейчас вот покажу, вот это вот действительно оно. Так, сталинские политработники, вручение орденов. Так, этого у нас не было. Так, поезд идет на Выборг, но это все понятно. Так, что у нас тут еще? Разведка боем. Ну, понятно, да, капитан. Оборона танка. Интересно, интересно. Но не то, что вот у нас просто вот сейчас покажу. Да, эти все страницы, первые три, вот так, во, 4-я страница, это как раз то, что нужно. Это вот то, что у нас. Вот песня, то, что была. Смотрите, это песня молодого артиллериста. Вот нотки вот эти, да, это песня молодого артиллериста. Вот, пожалуйста, дальше. Вот отъезд Уэллса из Европы. То, что мы с вами видели. Вот ниже было как раз заявление Министерства иностранных дел Норвегии. Вот обмен ратификационными грамотами между СССР и Финляндией. Так, война в Европе. Вот налет английской авиации на остров Зильд. Вот что там было про остров Зильд. Так, что-то еще. Ну вот, как видите, это именно оно. Вот при желании вот можно все это почитать. Благо, здорово, что вот в президентской библиотеке имени ЕБН есть сохранившиеся экземпляры этой газеты. Вот, отлично, можно целиком ознакомиться. Ну и с другими, соответственно, более ранними выпусками, которые прямо были во время еще боевых действий, во время Зимней войны. Так, ну что ж, интересно. Вот так что вот можете тоже ознакомиться. Вот нашел, конкретно знаю, что за газета теперь. И штык вот он, собственно, от ножен. Финский штык-нож. Но, к сожалению, сохран этот подкачал. Вот клинок-то, в принципе, даже местами не такой страшный, но тут ближе к концу он, понимаешь, подгнил. Залип тут. Ну, штык-нож. Тем не менее, находка такая. Вот. У нас тут всякое попадается. Продолжим. Так, что-то у нас еще попалась мерная кружка. То ли финская, то ли шведская.
Но она, к сожалению, шведская, наверное, к сожалению, не дождалась. Вот так вот. Кружечка. Ой. Ой. Держи возрожденную из пепла. Такой вот, о, бутылек попался финский. Это похоже. Сейчас, секунду. Вообще, всегда считалось, что это рыбий жир. Ну, может быть, так оно и есть. Остатки этикетки вот присутствуют, но сходу так непонятно. Чего? Но, к сожалению, только часть бутылки. Так. Коробочка из-под конфет Левина Террова. Попалась такая вот пустая, с песочком. Вот. Еще одна консерва. Финская такая вот. Какие-то запчасти вот попадаются. Какой-то будильника, наверное. И вот медицинская попалась бутылка. Медика. Такая вот, видимо, из ранних еще. Надпись у нее немножко такая кривоватая. Так, ну что, вот. Ну и патрончики попадается чуть-чуть. Перевязочный пакет еще использованный. Продолжаем. Много-много гвоздей. Рисуночек вот это, да? Ну, понятно. Это мне уже. Ну-ка, давай посмотрим. Торчит. О, крупничок. Ну все, посмотрели, можно камеру выключать. Не, посмотрим, что там. Вдруг там еще и написано что-нибудь. У нас крышка от котелка. От какого котелка? Ну-ка. О. Подписано что-то. Так, сейчас. Вот так вот. КВФ. Значит, по кругу прокручу. Так, а сколько тут дырок-то? А дырок-то 2. Дырок-то 2. Да? Так, крышка-то немецкого котелка, по идее. Попадались тут тоже. Это уже какой-то трофей. На наших же 3 заклепки, правильно? Я не помню. Честно. 3. А на немецких 2. На экспериментальных там 2 было, на наших. Но Слушай, да, по-моему, на нашу 3. я думаю, что это не экспериментальный. Мне кажется, что это немечество. Подожди-ка. Ты помнишь то самое, что я нашел на щуп? Вот, ты такой, ой, что тут такое стучит, классно. Это вот бил по крышке щупом. Прикольно. Ну, сделал маленькое отверстие. А так она была вообще, вот, наверное, без свечей даже. Какова она? Хотя, может, чуть-чуть тут. Да нет, сквозное. Ну, прикольно, все равно подписная, смотри-ка. Трофейная крышка. Рядом с печкой, получается, была. Да нет, это не я сделал щупом. Да это ты там свежак. Нет, я ж видел. нет. Да. Да нет. Да. Во-первых, я щупом такую дырочку не мог сделать. Ну так ты же не пробил до конца просто. Ты думаешь, У меня я же- своим вот этим пробил? У меня же щуп толстый. Ну, я своим еще мог у меня. тыкать. Но я не тыкал. Ну... Я своим только в кирпич тыкал, ты что пишешь? Так, ну, что тут у нас еще есть? Вот, попался пятимарочник. 31-го года. Большая денежка, 5 марок. Отличный сохран. Очень хороший.
Так, сейчас вот камера тоже денежка попалась. Только что четвертачок. 25 пенни. Там 5 марок 31 года было. А это у нас 38 год. Четвертачок. Такая запчасть от лыжной палки. Хромированная. Держите еще. Советская. Сейчас. Это у нас от какого-то красивого сундучка, что ли. Такая медная она, по-моему. Окладик. Так, что-то у нас еще. Двадцатничек. О, советская монетка. 20 копеек. 32 год. 32 год. Ну, тоже хороший. Отлично. Ну. Так, что у нас еще? Протирка финская. Ой. Винтовку чистить. Латунная. Вот. Вон всякие эти шестереночки попадаются. Так, где-то у меня еще хорошая находка. Вот тоже попалась. А, зеркальце. Двустороннее. Целое. До этого убитое попалось, а это о, целое зеркальце. Так. Ой. Сколько у нас тут находок всяких разных. Так, на сегодня мы заканчиваем. Пол блиндажа вот уже практически раскопали. Вот, что мы тут еще нашли? Давайте посмотрим. Вот попалась еще монета финская. На этот раз из никеля. 1 марка. 1 марка. Надо 32 год, похоже. Ага. Так. О. Сейчас куда сюда. Так, еще 1 марочка попалась, финская. Так, посмотрим. Это у нас свежак был на то время. Это у нас 39 год. 39 год. Марка. Так, и... Так, что это? Это, походу, полтинник, 50 пенни. 20 какого-то года, 3-го, что ли. Ага, довольно старенькая монета. Так. Три перочинных ножа попалось, но, увы, тут состояние не очень, конечно, прям плохое. Вот, 1 перочинный ножик. Вот. О, советские ножички. Вот. Такой вот перочинный ножичек. Так. Такой вот еще перочинный нож. Ну, тут уже ничего не понятно практически. Что это такое? Ну, это перочинный нож. Отверточка к винтовке Мосина. Вот такая. Попалось несколько пуговок от палатки, от штанов. Патроны в обоймах. Клещи. Клещики. Такие вот. Ничего, в принципе. О! Опа! Так, вот тут еще свежая пуговка от палатки. Цинковая.
Оп. И лопатка наша. Попалась лопаточка наша саперная. Вот, ну. Сохран. Увы, конечно, уже не торт. Так. О. Свежая находка. Симпатичный пузыречек пришел. Скорее всего, финский. На 20 миллилитров. Так, что там? О, монета. Сейчас посмотрим. Прикольный пузырек. Так. Монета, похоже, полтинник. Или что это, пятак? Да, это 5 пенни. Это не полтинник, у тебя 5 пенни. Ну, поменьше. 5 пенни финские. 37-й год, похоже. Ну-ка. Да, 5 пенни 37-го года. 37-го года. Так. Ну что там? Да, все похоже, больше ничего не изменить. Я думаю, на сегодня, наверное, все. Ну ладно, сейчас, если еще что-то будет, покажем. Сейчас мы тут немножко приберемся в яме и заснимем. Так, ну что ж, вот, в принципе, больше ничего не нашли. Практически сразу закончили. Вот у нас сегодня получается вот такой вот натюрморт. 2 огромные гильзы, штык-нож, ножны, монеты, перочинные ножи, зеркальца, тюбики, крышка от котелка, флакончики всякие тут, клещи, бутылки, банки. Ну, в общем, все показывали. Лопатка. Вот. В принципе, интересненько. Вот половинку блина раскопали. Очень даже интересно. Вот. Так что всем спасибо, как говорится. Вот. Увидимся в следующий раз. Это был лунный ландшафт. Ставьте каменные лайки и огненные комментарии пишите. Вот. И колокольчик жмите. Обязательно, чтобы быть в курсе всех, так сказать, событий. Вот, что как происходит. Вот такой вот зимний коп зимой по зимней войне. Финский блиндаж. Вот, похоже, наши солдатики сюда тоже забегали. Но хлама тут хватает и не финского. Вот, ладненько, все. На всем поедем мы, пожалуй, да? Пока всем. Нам покедова.